Приветствую вас, мои уважаемые друзья. Это расклад на любовь и отношения именно для вас, в то время, когда вы нашли и актуально. Можно активировать карту женщины как вашу карту, и вы почувствуете себя прямо сидящей вот здесь напротив меня. И мы с вами проводим такую консультацию с вами, хоть это и общий расклад для всех. Я делаю только общие расклады, я никогда не беру денег за мою работу. И меня нет в WhatsApp, и меня тоже нет в TikTok. Здесь мужчина. Это ваш мужчина, настоящий или перспективный. И вы хотите просмотреть свои отношения. Что вас ожидает в жизни? Как будет дальше между вами складываться? Карта Ленорман для вас будет работать. Вот эти замечательные голубая птица, они называются красиво. Но на дне колоды была карта рыбы. Это чувство. Этот расклад покажет ваши чувства. Покажет, как мужчина к вам относится. И мы спросим такие основные вопросы. Мысли, чувства, действия. А также, что сейчас с мужчиной происходит. Основной вопрос. Вы знаете, меня в соцсетях иногда называют «моя дорогая крестная». Ну, я не знаю в соцсетях каких. Я есть только в YouTube. И у меня каналы все на YouTube, чтобы вам помогать. И все они безоплатные. Меня называют иногда в комментариях «моя дорогая крестная». И поэтому этот расклад называется «Три орешка для Золушки». Такой один из самых любимых фильмов чешских «Три орешка для Золушки», если вы знаете. И там Золушка давала такие загадки принцу, да? Замечательно совершенно. И потому что меня называют «моя дорогая крестная», я подумала, я сейчас сделаю расклад «Три орешка для принца» и «Три орешка для Золушки». Золушки — это мы с вами, девочки, трудяшки. Архетип трудяшки, архетип скромной девочки. Это мы с вами. Ну вот, как будет у вас складываться в личной жизни. И вообще, что сейчас с мужчиной происходит. Все узнаем. Все карты покажут. Карты показывают то, кстати, чего не видно, чего еще неизвестно. Но вы можете загадать, конечно, ту ситуацию, которая сейчас у вас. И узнаем больше о нем, о мужчине, о вас самой, кстати, тоже. Три орешка для принца. Первый орешек. Второй орешек. И третий орешек. Раскусим его, да? Раскусим его, как крепкий орешек. Ну, в хорошем понимании слова. И еще будет три орешка для вас. Ну, конечно, будет тоже еще другие позиции. Итог, совет. Первый орешек для Золушки. Второй орешек для Золушки. Третий орешек для Золушки. Интересно, почему этот фильм назывался «Три орешка для Золушки»? Ведь там Золушка загадывала загадки принцу, насколько я помню. Напишите в комментариях. Может быть, я забыла, и мне следует этот фильм еще раз пересмотреть. Ну вот, так, уже все готово, девочки мои дорогие. Вы мальчик, если тоже можно смотреть, просто по-своему переверните, наоборот, все тоже узнаете. Партнеры в отношениях всегда равноправные, так что... Ну вот, что у него, первый орешек, это что у него в мыслях. Идет карта всадник на карту гора. Вот смотрите, гора — это если препятствия между вами, то он их преодолеет. И несмотря на препятствия, несмотря на всякие помехи, это могут быть обстоятельства отягощающие. Например, такие как вы на расстоянии, или же какие-то преграды финансовые, бытовые преграды, семейные преграды. А также могут быть обстоятельства — это третьи лица. Кто-то, конечно, не хочет, чтобы вы встретились, кто-то хочет вам помешать, но у них ничего не получится, потому что карта всадник идет на карту гора. Он все преграды преодолеет. И у вас обязательно будет с ним встреча. Потому что всадник — это встреча, свидание. А здесь девятка червовая — это полнота его чувств к вам и любовь. Любовь полноценная, полная. Здесь никаких вопросов быть не может. Мужчина вас любит, он скучает, он хочет с вами встретиться. И какие бы ни были препятствия, финансовые, как я сказала, бытовые или другие лица, он их преодолеет. И еще письмо. Вот смотрите, обе карты встреч. Всадник — это всегда хорошая новость от мужчины. Это что он хочет встретиться, и он настаивает на встрече. И встреча обязательно состоится. А карта письмо — это то, что он напишет скоро, даст о себе знать. И здесь тоже пиковая масть. Если вы поссорились с мужчиной, у некоторых может такое проиграться, ну, с партнером, то у вас будет примирение.
Он хочет помириться, он чувствует, что он что-то сделал или сказал не так. Давайте посмотрим ваш первый орешек. Первый орешек для Золушки. Вот смотрите, какая-то змея поставила как бы задачей своей жизни. Ну, человек нездоровый расставит такую задачу своей жизни, чтобы вы были одиноки. Это венец безбрачия какой-то. Змея — это может быть негативная ситуация сейчас или кармическая, которая передалась по роду. Поэтому вы, кто смотрит сейчас видео, некоторые из вас, немногие, но некоторые все-таки, я скажу, потому что такие есть. Некоторые из вас чувствуют себя одинокой. Посередине расклада у нас карта башня, карта одиночества. Змея идет на башню. Змея — это какой-то непорядочный человек, который поставил вам вот этот замок, навязал этот замок, навесил замок безбрачия. И еще карта букет. Карта Ленорман только в прямом смотрится. Букет — это ваша красота, это ваша сила, это ваша привлекательность. Это ваше выстраданное счастье. Выплакали уже все слезы, больше плакать не нужно. Пиковая дама — та, которая выплакала все слезы. Вы выплакали все слезы из-за какой-то змеи. И поэтому чувствуете себя сейчас одинокой или же обманутой. Вы чувствуете себя обманутой. Поэтому вы плачете, не плачете. Вы красоту свою не нужно прятать, не нужно плакать. Сейчас расклад все покажет, успокоит ваше сердечко и обязательно поможет. Посмотрим второй орешек для мужчины. Посередине карта медведь. Часто средняя карта очень важная, потому что триады так читаются. Иногда читаются они 1, 2, 3, а иногда 1, самое главное, и объясняют первую, среднюю вернее. Здесь средняя карта — его страстное желание быть с вами. Трифовая масть — это часто масть в любовных раскладах семейная. Мужчина настроен позитивно, он настроен на стабильное отношение. Медведь. И сейчас этот расклад особенно актуальный для тех, у кого отношений еще нет. Потому что здесь из сада, из общества придет новый медведь, который скрасит вашу жизнь, который решит все проблемы, который избавит вас от препятствий, который вас защитит от лис. Ну, вы знаете, я говорю аллегорически, метаморфозно, потому что так, это жанр, это вообще стиль предсказаний издавна, да, потому что это все архетипичность от наших прабабушек пришла к нам. И вот эта такая немножко секретность, она специально нужна, потому что там вы вкладываете в эту секретность свои обстоятельства и понимаете, о чем идет речь. И расклад действительно тогда вам самую большую услугу окажет. Здесь однозначно, что придет медведь, придет защитник и избавит вас от каких-то лис. Вы знаете, кто лиса? Змея, лиса — это может быть одно лицо или несколько лиц, которые хотели вам помешать, которые хотели вам навредить, которые что-то делали за вашей спиной. А теперь вы зрелые, у вас взрослый есть помощник, защитник. Вы зрелые, потому что вы понимаете, вы созрели для того, чтобы осознать, кто для вас человек нежелательный, с кем не нужно иметь дело. Кто-то был огромной угрозой, потому что лиса и змея. Кто-то был огромной угрозой. Но от угрозы этой вас будет спасать медведь. Это мощный, серьезный мужчина и смелый. Так все понятно, да? Давайте посмотрим второй орешек для вас. Звезды, аисты, средняя карта и якорь. Вот эти очень-очень хорошие карты, просто замечательные. Все, что было сложным, все успокоится, все наладится, все прояснится. Звезды — это прояснение ситуации. И в каждом фрагменте, здесь в этом орешке открывается все новая и новая информация о вашем будущем счастье, потому что аисты летят на звезды. А звезды — это личный путь, это прояснение ситуации, это продвижение вперед в лучшее счастье. Потому что аист — это счастье в личной жизни. Аисты где свое гнездо вьют? Там, где будет счастье, там, где будет прибыль. Прибыль или в образе детей, или в образе богатства. Будет прибыль.
Как бы вы себя чувствовали, если бы так было? Вот почувствуйте себя в этой ситуации. Здесь все просто. Якорь, стабильность, перемены, стабильная перемена – то, что нужно нам. Потому что, если вы не знаете, Земля мчится по космическому пространству что-то там 1000 миль в секунду. Мили это километры, по-моему, мили 2 километра, что ли, я четко не знаю это. Но очень быстро. Но мы ощущаем себя стабильно на Земле. Почему? Потому что вот в этом и есть успех, алгоритм счастья. Это когда мы готовы к переменам, потому что Земля мчится, и мы на этой Земле вместе мчимся. И тоже ощущаем стабильность. Земля дает нам стабильность, помощь, защиту. Ваша земля, может быть, вы купите землю, построите дом, может быть, вы купите квартиру с ним, но это перемены в сторону счастья. То, что вы мечтали, звезды — это мечта, и скоро исполнится червовая шестерка. И, может быть, вы чувствуете, но это не для меня, у меня уже есть стабильность, будет еще лучше. Или, может быть, вы скажете, это не для меня, откуда у меня это будет. Но нужно только знать, что я вам показываю то поле вероятности, которое у вас уже запрограммировано в будущем. Но чтобы его увидеть, это нужно особые глаза. Расклад всегда открывает глаза на поле вероятности. Во всяком случае, расклад по моему принципу. И мы здесь видим поле вероятности для вас. Это переход, аисты, переход для червовой дамы, для женщины, которую любит вот этот медведь, этот кавалер, этот мужчина, муж, кто у кого, любит и желает все сделать как нужно. Стабильность, стабильность, якорь и аисты — это новое счастье. Вы это уже знаете, это уже у вас есть в поле вероятности, а значит, в реальности уже есть. Нужно только это взять. Только себе представьте и живите там, где вы себе представили, потому что это у вас будет четко. Вот змеи как уходят сразу. Посмотрите, какие карты их перекрыли. Орешек для мужчины. Третий орешек для мужчины. Здесь карта гроб, развилка и плетки. Но это 3 магические карты. На мужчине, несомненно, было магическое воздействие. Здесь даже не может быть вообще никаких вопросов, никаких. На мужчине было магическое воздействие. Гроб, развилка, плетки. Мужчину связали плетками по рукам и ногам. Вот и все. И заставили делать то, что им угодно. Это кладбищенская магия. Это магия на перекрестке дорог. Развилка и гроб. На финансы поставлено. Поэтому ему, может, не везло в финансах. Это очень нервное время по плеткам, он пережил нервное время. Он себя чувствовал просто обезоруженный, валет трифовый. Он чувствовал себя обезоруженный, он не знал, куда ему идти и что ему делать. Все тормозилось, торможение во всех сферах жизни было. И он акцентировал внимание всегда на негативе по карте гроб. Кто-то это сделал, кто-то ему сделал больно, но и заодно и вам, потому что вы с ним одно целое. Вот и все. Сейчас я вижу, что судьба вас выводит в лучшее время, но на нем это сильно отразилось. Это отразилось на его психическом, на его физическом уровне, то есть на его здоровье отразилось, на его разуме. Долго ему внушали как какой-то бред сумасшедшего, долго ему внушали этот бред. И ему пришлось столько пройти, и вам с ним, что мало не покажется. Он был под сильным давлением. Вот это зависимость. Это когда страх внушили, зависимость. Замешаны были лица какие-то третьи, и на деньгах было все замешано. Кому-то это было выгодно. Замешано было на деньгах. О чем вам нужно знать прямо сейчас? 3-й орешек раскроет, да? Раскроем этот орешек, раскусим его, посмотрим, о чем вам нужно знать прямо сейчас. Луна и крысы играли ключевую роль, ключ. Луна и крысы — это родственники. Луна — это по материнской линии какие-то родственники. Скорее всего, по материнской. И это могут быть кармические какие-то завязки, потому что Луна — это карма, и крысы — это завязки, это потери, какие-то кармические потери. Завязаны были какие-то родственники. Ну вот ключевая фигура — это родственность. Почему? Потому что ключ — это ключевая фигура. Замок навязали, ключ, луна, крысы. Навесили замки, крысы. Здесь и крысы, и лисы проходили, и змеи проходили.
Все, какие-то препятствия кто-то чинил сознательно, кто-то навешал замки. Потому что когда выходит ключ и крысы, это кто-то, какой-то недоброжелатель, негативный какой-то субъект навесил какие-то замки. И ваше сердце разбито. Поэтому вы сейчас плачете и грустите. Но расклад говорит, не нужно плакать и грустить. Я уже рассказала, что перспектива открывается. Решение на пороге. Отношения нормализуются. Ключ все-таки есть. Хоть и навешали замки, но ключ у вас в руках. Ключ все-таки есть. Понимаете? Хоть и замки навесили, но ключ есть. 3 орешка на советы. 3 совета для вас и для него. Возьму 3 карты совета. 1, 2, 3. 3 карты на советы. Первый совет. Ну, любит мужчина. Любит, обожает. Он любит, в нем сердце, в его сердце есть страсть. Причем вот такая юношеская приподнятость. У него всегда есть желание вас обнять. Он очень страстный медведь и сердце. Его сердце просто страстное. Ну, а карта крест, вернее, где крест? Креста нет здесь, креста нет. Ну, а раз я сказала крест, он здесь проявился в духе квантово. Потому что и раз проявился крест, была сердечная боль. Понимаете? Но сейчас рывок вперед идет. Почему была боль? Ну, потому что навешали замки. Потому что он вообще не знал, что происходит. Поэтому лисы, что такое лиса? Ну, обман. Обман родственников какой-то был. Крест вышел в духе. Те карты, которые нужны, все равно выйдут. Ну, какой совет вам дает первый орешек? Ну, есть любовь, между вами любовь. Зачем вам эти предатели? Зачем вам эти, кто навешивает замки, эти подлые людишки? Здесь и крысы, и лисы. Кстати, вот по его семье и по вашей, но у вас в 2 раза больше. Потому что у вас и змея, и крысы. Здесь не видно змею, но карта номер 7 – это карта змеи. И трифовая масть – это семейная карта. То есть кого-то вы знаете. Зачем вам они нужны? Восстановите доверие друг к другу, потому что там, где есть сердце, это взаимное доверие. У вас есть доверие друг к другу, у вас будет доверие друг к другу. Потому что есть в сердце любовь, а любовь победить никто не сможет. И это срочно нужно знать, потому что коса это и есть. Но сердце все равно продолжает болеть, потому что долго были непонятки, долго было плохо. Поэтому сердце пострадало. Как я уже говорила, мужчина где-то с кладбищенской магией, какая-то магия на развилку, на перекрытие дорог. Мужчину уже нарушили его сердце. У него, может быть, даже сердечная болезнь развивается. Но он долго страдал, он долго был под влиянием. Он долго был, может быть, даже приворот какой-то был на нем. У некоторых проиграется. Не у всех, но у некоторых. Третья карта орешек. И я здесь вижу карта собака. Конечно, с мужчиной будет связь, встреча, это 10 червовая, это счастье в личной жизни, ему можно доверять. И хоть он и такой раненый боец, да, на любовном фронте, раненый боец, но сейчас между вами восторжествует правда. Понимаете? Замки, цепи разрушены. Вы выиграли это сражение. Ну, потому что он здесь боец, он кавалер. Здесь же все-таки всадник – это как воин. Воин на любовном фронте. Потому что всадник вместе с 9 червовой. Воин на любовном фронте. То, что им долго управляли его сознанием, у него сердце, конечно, нарушено. Может, характер плохой, потому что пришлось многое пройти. Вообще по жизни, не только, кстати, касательно отношений, ему по жизни пришлось многое пройти. У кого-то, может, он выпивает, но поэтому коса. Боль в сердце. Знаете, почему люди выпивают? Потому что у них есть какая-то эмоциональная проблема, которую нужно решать, или ментальная, путем помощи. А алкоголь – это быстрое решение на 5 минут, и оно затягивает. У него может быть привязанность к алкоголю. Вы сейчас многое поняли. Этот расклад многое прояснил. Вы сейчас многое поняли. Я хочу взять одну карту на итог. Вот финальный итог, одну карту, да? Она откроет вам то, что еще нужно сделать в вашей паре. Что еще
Вам не видно, что нужно сделать. Еще вот эта карта. Ой, солнце. Замечательно. Но это очень хорошо. В принципе, ничего делать не нужно. Уже идет все к свету. Идет уже все к солнцу и к решению. На момент уже высшие силы за вас заступились. Потому что карта солнца, она вместе с тузом бубновым. Туз бубновый — это бумажные дела решаются. Денежные, финансовые. Это радости какие-то получаются. Уже все идет к свету. Когда Солнце выходит в раскладе вместе с картой звезды, это однозначно успех. Это, как бы, знаете, троекратный успех. 31-я карта, 3 и 1 — это 4, стабильность в отношениях. У вас с этим мужчиной будет стабильность в отношениях. Это однозначно. Между вами Солнце. То есть здесь Архангел Михаил заступается за вас. Это уже решено на небесах. Сам Архангел Михаил заступается. Понимаете? А раз Архангел Михаил заступается, он уже заметил, что нужно наказывать колдунов. Нужно, чтобы справедливость восторжествовала. Раз сам Архангел Михаил, потому что карта Солнца, она связана напрямую с Архангелом Михаилом, который защищает от негатива. Раз уже сам Архангел Михаил вами заинтересовался, здесь понятно. Здесь без вопросов. Абсолютно. Мужчина — это как солнце, потому что внутренняя энергия человека, у мужчины это солнечный свет, у женщины это лунный свет. Кстати, в раскладе где-то была луна тоже, видите? Ну да, есть негативные родовые корни, кармические, которые активированы, но луна же, она разная, имеет значение. Луна — это лунный свет, женский свет внутренний, а солнце — мужской свет внутренний. Вы пара, вы предназначены друг для друга. Хватит его солнечного света и вашего лунного света, чтобы осветить ваши отношения. Интересно, что когда активируются кармические какие-то темные силы родовые, но у всех есть те и другие, тут же их убирают, тут же активируются в 100 раз больше светлые силы родовые. Те силы, которые идут вам на помощь и защищают вас. Вот здесь Солнце. Так что я за вас абсолютно спокойна. Восстанавливаются отношения, выходят на новый уровень. Солнце, Луна и звезды. 3 карты светил в этом раскладе проявились. Это значит, что у вас есть перспектива на то, чтобы... Вот это, знаете, 2 половинки. Потому что Солнце и Луна — 2 половинки, 2 светила. Вот так, девочки дорогие мои. И мальчики тоже. Мощный расклад. Все-таки хочу еще 3 орешка взять на пасашок, да? Первый. Ну вот смотрите, мудрое общение. С мужчиной будет общение, все денежные дела решатся. Это карта совы. Это очень хорошая карта. Ну и так понятно. Здесь и у нас было и письмо, и всадник. Так что с мужчиной будет встреча. Это у кого-то новый человек проявится. Но в основном у всех это, конечно, встреча с тем, с кем или поссорились, или кто-то вас разлучил. Но встреча точно будет. Еще какой-то орешек. Но счастье. Будет счастливая встреча, потому что клевер — это счастливая, очень удачная встреча будет с мужчиной. И скоро. Клевер всегда показывает на скоро. 6 бубновая, скоро. Видите, бубновая масть. Я же говорю, что у кого-то было завязано на деньгах, на ценностях. Но деньги, вообще бубен не всегда деньги. Деньги вообще-то не всегда только бумажки. Это тоже ценности. Ценности разные у вас, у ваших врагов. И кто есть кто проявится, и правда будет открыта. Солнце открывает правду всегда. Видите, все-таки новая встреча, да, с ним. Потому что карта ребенок. С мужчиной будет новая встреча. Он проявится, выйдет на связь, с ним будет новая встреча. У некоторых девочек, у кого нет отношений, я же говорю, смотрите для всех. У некоторых девочек, у кого нет отношений, это новая любовь. Клевер — это скорая встреча новой любви. Будут разговоры в начале, и мужчина бывалый. Мужчина бывалый откроется вам. Интересный человек, пиковая масть.
С ним будет встреча, с ним будет новый разговор. Общение будет с ним. Взаимодействие. Вообще семерки всегда разговоры, да? Не зря же птицы это семерка. Вообще Ленорман сделал очень грамотно. И я где-то слышала какое-то мнение такое, что игральные карты просто так там для картинок. Да никогда! Да никогда! В предсказательной системе что-то просто так? Да нет, конечно. Это относительно карты всегда экстра информация. Шестерки у нас это дороги. Понимаете, да? А семерки у нас это встречи. И совы это, конечно, общение, встречи. Вот и все. Встречи. Новая встреча будет. С тем человеком, с которым вы уже знаете друг друга, будет новая встреча. Или же у кого-то проиграется это совершенно новый мужчина, кавалер новый. Очень приличный и умеющий любить, умеющий защитить. Ну так, да. Так что каждая игральная карта здесь для дела. Я всегда все учитываю, всегда. Иногда не озвучиваю, но учитываю обязательно. Вот так, дорогие мои. Такой замечательный расклад для вас. Я знаю точно, что он вам поможет, если вы ему позволите. Пусть все плохое уходит и никогда не возвращается, а все хорошее остается и приумножается. Одни хорошие карты. Пусть все плохое уходит и никогда не возвращается, а все хорошее остается и приумножается. Одни хорошие карты, видите? Пусть все проходит плохое и никогда не возвращается, а все хорошее остается и приумножается. Пусть все плохое уходит и никогда не возвращается, а все хорошее остается и приумножается. Так, мои дорогие. И вы обязательно с ним найдете дорожку друг друга. Ну, ваши отношения, ваш брак, это же он любит вас. Это все уже предопределено на небесах, да? На небесах предопределено. Здесь не может быть никаких вопросов. Абсолютно никаких вопросов. Все очень четко. Вообще всегда в раскладах, когда они настоящие, правдивые, когда вопросы отвечены, да, я всегда стараюсь конкретно, где у нас Луна, это ваша женская энергетика, с его стороны Солнце, с вашей стороны Луна, конкретно всегда у меня по делу все вопросы отвечены. С мужчиной будет любовь. Он стабильный человек. Можно доверять. Выйдет на связь, даст о себе знать. Безусловно. Вы будете радоваться. Так. Будете радоваться. Мужчине можно доверять. Новая радость. Клевер и ребенок. Новая радость, новое общение. Смотрите, карты людей, да? Это же те люди, которые заинтересованы, чтобы у вас все хорошо было. Ведь у вас же в отношениях тоже есть доброжелатели, конечно, да? Те люди, которые заинтересованы. Звезды, мечты сбываются. Вот так, мои дорогие любимые. Я уверена, что у вас все будет просто замечательно. Девочки, ставьте лайк или дизлайк, потому что так вы проявляете свою эмоцию. Эмоции нужно проявлять. Я уже не в одном видео говорила, что эмоция состоит из двух слов и по латыни emotion. И или ну, мы говорим а вообще и. Это слово во внешний мир и. Emotion — это движение. Выразить эмоцию обязательно. Те люди, кто копит эмоции внутри, они обычно напрягаются. Это очень вредно для здоровья. Я вам как гомеопат скажу. Эмоцию нужно выражать, поэтому поставьте пальчик вверх или вниз, выразите эмоцию. Для вас хорошо. Я слышала такое мнение, что лайки продвигают канал. Я не вижу, что это так. Потому что я уверена, что продвигает канал, когда вы трудитесь, и вы искренне трудитесь, стараетесь помочь. А это то, что я делаю. Вот этим я и занимаюсь. Это продвигает канал. Кто трудится и старается помочь. Искренне, по-доброму, честно. Это я. А я жду от вас комментарии. Если у вас нет возможности написать комментарий, у вас нет почты, которая называется Gmail.
Откройте себе такую почту, ничего это не стоит. Кстати, одна из лучших почт. И вы сразу сможете писать там, где люди пишут, там вот у вас будет свободная строка, туда нужно нажать и написать то, что желаете. Всегда нужно выразить то, что желаете. Напишите, что нравится, что не нравится. Я все прочитываю. Кстати, я читаю все. У меня уходит хороших 2-3 часа в день на чтение комментариев. Понимаете, почему я в комментариях не отвечаю? Потому что просто не хватит у меня сил отвечать. Но я все учитываю, и когда я делаю расклады, я помню о всех комментариях, конечно. И иногда в конце видео я учитываю это, и в конце видео просто пару слов скажу такие. Иногда скажу пару слов, и тут же мои, ну, не знаю, злопыхатели, что ли, пишут: ой, вы там про Николая, про себя. Ну, последние 2 минуты. Люди посмотрели до конца, и меня тут же укололи. Я же не во время расклада это делаю. А если иногда во время расклада, так лишь только, чтобы на личном примере вам лучше объяснить, лучше все донести. Потому что примеры помогают объяснить. Только для этой цели. Вы что думаете? Никакой другой цели у меня нет. Даже вот рискую, открываясь перед вами. Но дело все в том, что мне даже, знаете, важно, чтобы вы поняли лучше. Я даже на риск готова идти, чтобы вы поняли лучше меня. Такая вещь. Подписывайтесь, здесь все для вас. Очень выгодно подписаться, потому что, конечно, здесь помощь вам, поэтому выгодно подписаться. Если у вас красным написано под видео «подписаться», значит, вы не подписаны. А если серым, значит, подписаны. Ну вот, дорогие мои, у вас все будет просто замечательно. Я в этом больше, чем уверена. А еще я знаю, что мы скоро и очень обязательно увидимся. Это ваш оберег, пользуйтесь. Кстати, обереги я делаю по моему стандарту. Это авторская методика. Я где-то видела, другие за мной повторяют. Ну зачем? Пусть люди свои методики открывают. Ведь всегда важно свои методики открыть, правда? Вот, так что так. Обереги я делаю очень давно. Это именно мой авторский метод. Оберег имеет энергетику помощи. И оберег — это как икона в церкви, да? Она работает по закону обратной перспективы. То есть вы смотрите на оберег, оберег смотрит на вас. И с ним можно пообщаться, то есть аффирмацию себе заказать. И, кстати, только для себя нужно просить, да? И для своих самых близких. Это закон, духовный закон. Просить нужно для себя и своих самых близких, которые вам разрешают просить для них. Вот, дорогие мои, карты я отправляю назад в коробочку. И скажу вам до новых встреч.